Не каждое государство может похвастать сразу двумя столицами, но нашей стране повезло. Санкт-Петербург и Москва – города с богатейшей историей и разнообразной культурой, изучать которые можно бесконечно. При этом они привлекают туристов не только своими архитектурными шедеврами и историческими памятниками. Здесь, среди узких улочек и величественных зданий, можно встретить духов из прошлого, услышать шепот древних легенд и ощутить магию, пронизывающую каждую деталь. Какие-то из призраков былого откровенно пугают, а другие просто смешат. В этом видео мы отправимся в увлекательное путешествие по мистическим уголкам столиц, раскроем их тайны и узнаем, какие необычные истории скрываются за привычными туристическими фасадами. Санкт-Петербург – это город тайн и легенд, где каждое здание и улица хранит память о прошлом. Здесь, в туманных переулках и под готическими сводами, можно встретить и тех, кто давно покинул этот мир. Разумеется, многие местные легенды о призраках так или иначе связаны с фигурой Петра I. Чего он только не делает для города и уберегает его от бед, и предупреждает о трудных временах. Одна из легенд утверждает, что император построил Санкт-Петербург на костях людей, которые погибли во время строительства. По слухам, во время работ погибло около 30 тысяч рабочих. Также есть версия, что город был построен на месте языческого капища. Миф этот имеет лишь один недостаток, общий для многих устных преданий. У него нет никаких подтверждений. Но на то он и миф. Самым мистическим правителем, однако, считается вовсе не Петр, а Павел I. Историки и писатели вообще не скупились на прозвище этому царю. Персона несчастного наследника, долгие годы прозябавшего под железной пятой своей матери, Екатерины II, волновало многих людей искусства. Бедный Павел, почти устоявшееся прозвище монарха. А где несчастье, там и для мистики найдется место. Однажды поздним вечером Павел, тогда еще великий князь, возвращался в свою резиденцию с другом, князем Куракиным и 2 слугами. Уже практически наступила ночь. Неожиданно, когда они поворачивали на одну из улиц, Павел заметил странного человека. Это был высокий худой мужчина в плаще и шляпе, надвинутой на глаза. Когда Павел проходил мимо, мужчина присоединился к компании и пошел слева. Я почувствовал леденящий холод в левом боку, идущий от незнакомца. Обратившись к Куракину, я сказал: «Судьба нам послала странного спутника». «Какого спутника?» – спросил Куракин. «Господина, идущего слева, шаги которого слышны на всю улицу». Куракин в изумлении заметил, что слева от меня никого нет. «Как? Ты не видишь этого человека между мной и стеной? Ваше Высочество, вы идете почти вплотную к стене». Я протянул руку и ощутил камень стены. И все же незнакомец был здесь, шел шаг в шаг со мной, и звук его шагов разносился по всей улице. Я посмотрел на незнакомца и увидел его гипнотизирующий взгляд. Я дрожал не от страха, но от холода. Вдруг из-под плаща, закрывающего рот моего таинственного спутника, раздался глухой и грустный голос. «Павел, что вам нужно?» – механически ответил я. «Павел», – повторил голос. Незнакомец остановился. Остановился и я. «Павел, бедный Павел, бедный князь!» «Слышишь?» – спросил я Куракина. «Решительно ничего не слышу», – сказал он. «В моих же ушах этот голос звучит и сегодня». Я, сделав над собой усилие, спросил незнакомца, кто он и что ему нужно. «Кто я, бедный Павел? Я тот, кто принимает участие в твоей судьбе, и кто хочет, чтобы ты особенно не привязывался к этому миру, потому что ты долго не останешься в нем. Живи по законам справедливости, и конец твой будет спокоен». Вместе с компанией мужчина дошел до Сенатской площади и указал на некое место со словами: «Здесь скоро увидишь меня». Прощаясь, незнакомец приподнял шляпу, и Павел увидел черты своего знаменитого родственника, Петра I.
Будущий император был так потрясен, что долго никому не рассказывал о случившемся. Он запомнил место, которое указал ему предок, и позже посоветовал матери установить памятник великому Петру именно там. Этот памятник стал известен как Медный всадник. Петербург вообще удивительный город. Здесь все переплетено. История, судьбы людей, случайные встречи, которые меняют жизнь. Мне кажется, это место как будто само помогает найти что-то важное. Будь то вдохновение, новые идеи или даже близкие люди. И вот, кстати, о людях. Если вы в поиске новых знакомств, единомышленников и близких по духу людей, то ковер – это то, что вам нужно. Да-да, смотрите внимательно, сейчас расскажу почему. А вас, парни, в конце ждет бонус, поэтому смотрите до конца. Ковер – это классное приложение для адекватных людей, которое выводит знакомство на новый уровень. И первое, что бросается в глаза, здесь нет свайпов. Совсем. Никаких вправо-влево, никаких алгоритмов, которые решают за тебя. Ты сам выбираешь, с кем хочешь познакомиться. Удобные фильтры помогают найти людей по интересам, целям и возрасту. Например, хочешь найти компанию новых друзей или познакомиться с девушкой, пара кликов, и ты уже пишешь сообщение тому, кто тебе действительно интересен. Согласитесь, что это удобно. Еще одна крутая фишка – афиша мероприятий. Это настоящий кладезь идей для свиданий или просто классного времяпрепровождения. Тебе точно не придется думать, куда повести свою избранницу. Закрытые кинопоказы, артхаусные вечера, дегустации вин, экскурсии по городу и даже необычные мастер-классы вроде школы сна. Выбор огромный. А еще под каждым мероприятием видно, кто собирается туда пойти. И это гениально. Ты можешь сразу написать человеку, который тоже заинтересовался этим событием, и договориться о встрече. Даже если у тебя нет пары или компании для похода куда-то, ковер решает эту проблему буквально в 2 клика. Ковер идеально подойдет тем, кто устал от однообразия. Если ты хочешь не просто листать анкеты, а реально знакомиться с интересными людьми и делать это в необычных местах, тебе точно сюда. Парни, бонус для вас. На данном этапе женских анкет в ковре в несколько раз больше. Это огромный плюс, учитывая конкуренцию в других дейтинг-приложениях. Скорее скачивай ковер по ссылке в описании или QR-коду на экране. И давай честно, когда в последний раз ты делал что-то действительно новое? Ковер – твой шанс начать прямо сейчас. Павел долго оставался наследником престола, очень долго. В 44 года он с грустью замечал, что многие его ровесники уже правят, а его участь ждать, когда же наконец освободится трон, занятый его матерью. Это ожидание длилось до 17 ноября 1796 года. День накануне Павел провел в Гатчине, в смутном беспокойстве. Ему снился один и тот же странный сон, как будто какая-то сила поднимала его над землей. Этот сон был таким тревожным, что Павел рассказал о нем своим близким. Никто не мог объяснить смысл его сновидения, но позже все стало ясным. В 3 часа ночи к Павлу пришел граф Зубов с важной новостью. Императрицы Екатерины больше нет. На следующий день после того, как Павел стал императором, в Зимнем дворце служили благодарственный молебен. Это было серьезное мероприятие, к которому всегда готовились основательно. Но в этот раз что-то пошло не так. Протодиакон в своей речи случайно назвал Павла не Павлом Петровичем, а Александром Павловичем. По тем временам это было страшным нарушением регламента. Павел, чтобы разрядить обстановку, шутливо ответил: «Сомневаюсь, отец Иван, что ты доживешь до момента, когда будем упоминать императора Александра». Всего через несколько часов ночью Иван неожиданно скончался у себя в постели. Став императором, Павел решил не жить в Зимнем дворце. Слишком отчетливы были воспоминания о том, как здесь в 1762 году заговорщики убили его отца, Петра III. Вместо этого он задумал грандиозное строительство. Распорядился разобрать деревянный летний дворец и на его месте построить новый Михайловский замок. Существует легенда, что во время работ к Павлу I пробрался старик в монашеской рясе. Охрана хотела его прогнать, но император решил поговорить с ним. Старец оказался хорошо осведомлен о делах двора и сообщил Павлу, что жена его беременна, а у них родится мальчик, которого нужно будет назвать Михаилом. Он также сказал, что дворец должен называться Михайловским. Перед уходом старец произнес: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней», после чего исчез. Эти слова так запали в душу Павлу, что он приказал выгравировать их на фронтоне дворца. Но в отличие от легкой архитектуры екатерининских времен, это строение выглядело мрачным. Замок был окружен водами мойки и фонтанки, а попасть туда можно было только через один мост,
который разводили на ночь. В конце 1800 года по городу поползли слухи о том, что одна юродивая сказала Павлу, что он проживет ровно столько лет, сколько букв в фразе «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». В ночь с 11 на 12 марта 1801 года, вскоре после переезда в Михайловский замок, Павел был убит заговорщиками. Ему было 47 лет, ровно столько же, сколько букв на фронтоне его последнего пристанища. В 1812 году, в разгар нашествия Наполеона, князю Голицыну долго пытался пробиться на прием некий майор по фамилии Батурин. Голицын был занят эвакуацией культурных ценностей, и он понимал, что даже если Петербург падет, то наполеоновским солдатам не должно достаться ничего. Эвакуация Медного всадника была поручена статс-секретарю Молчанову. Но вот, наконец, майор Батурин добился аудиенции у князя Голицына и начал рассказывать о своем странном сне. В этом сне майор Батурин оказался на Сенатской площади. И вдруг Медный Петр Великий повернул голову. Съехав со своего постамента, он словно живой направился по улицам города к Каменному острову, где тогда жил царь Александр I. Когда всадник вошел во двор Каменноостровского дворца, его встретил сам царь. Петр, глядя на него с укоризной, произнес: «Молодой человек, до чего ты довел мою страну? Но пока я здесь, моему городу нечего бояться». И с этими словами Медный император развернулся, и раздалось это тяжелое звонкое скаканье, которое эхом отозвалось по всей площади. Голицын немедленно рассказал императору Александру о видении майора. В результате царь отменил решение об эвакуации памятника. Петербург остался незахваченным. Впрочем, Петр не всегда являлся только своим потомком или когда Петербургу грозила опасность. В 1930-е годы тень императора можно было увидеть в коридорах нынешнего Государственного университета культуры и искусств, главный корпус которого расположен на Дворцовой набережной. Этот дом когда-то принадлежал Ивану Ивановичу Бецкому, личному секретарю императрицы Александры II и президенту Императорской академии искусств. Бецкой был внебрачным сыном генерал-фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкого, вероятно, баронессы Вреде. Он также возглавлял комиссию по каменному строительству в Санкт-Петербурге и Москве. И именно ему северная столица обязана гранитными набережными и решеткой Летнего сада. Усилиями Ивана Бецкого был воздвигнут и Медный всадник. Вполне возможно, именно поэтому призрак императора время от времени посещает его дом и по сей день. Иногда потомков пугает не сам Петр I, а призраки тех, кто приехал в Санкт-Петербург по его указанию. Например, призрак двухметрового француза Николая Буржуа. Недалеко от Зимнего дворца расположена Кунсткамера, один из главных музеев города, куда многие идут сразу после приезда в Санкт-Петербург. Кунсткамера появилась благодаря Петру I. В 1697 году, когда Петру было 25 лет, он впервые посетил Европу. Там он увидел кабинеты редкостей и решил создать что-то подобное у себя. Такие кабинеты обычно включали разных уродцев, скелеты, чучела экзотических животных и коллекции необычных вещей из-за границы. Петр начал собирать экспонаты для будущей Кунсткамеры. Коллекция несколько раз меняла место, и в 1718 году было принято решение построить для нее отдельное здание на Васильевском острове. Петр любил Кунсткамеру, но чувствовал, что ей не хватает чего-то важного. В апреле 1717 года, во время поездки во Францию, Петр I встретил в городе Кале человека по имени Николай Буржуа, который поразил его своим ростом – около 226 сантиметров. Петр не мог упустить такую редкость и уговорил француза стать своим гайдуком, лакеем, который стоял у кареты. Буржуа не имел привязок на родине и согласился. Несколько лет спустя Петр I нашел для своего гайдука жену, чухонку из Лифляндии, которая, по некоторым данным, была еще выше его. Однако их брак продлился недолго. В 1724 году Николай Буржуа умер, и его скелет был передан в Кунсткамеру. Позже такая же судьба постигла и его супругу. Голландский медик Джон Кук, который жил в России с 1736 по 1750 год, вспоминал о Кунсткамере. В одной из галерей в застекленном шкафу хранится кожа француза, выдубленная и набитая. Это был самый высокий человек, которого я когда-либо видел. В другом шкафу находится его скелет и штаны, сделанные из кожи его жены. В 1747 году в Кунсткамере произошел пожар, уничтоживший большую часть коллекции. Музей закрылся и открылся снова только через 20 лет, в 1766 году.
Однако экспозиция была неполной. Во время пожара пропал череп Николая Буржуа, и к его скелету пришлось добавить череп другого человека. Скоро в Петербурге начали ходить слухи о призраке, который бродит по залам музея в поисках своей утраченной головы. Хотя скелету подобрали новый череп, он ему не понравился. По ночам охранники слышали громкие шаги в залах музея, хотя посетителей не было. В середине 80-х годов директор кунсткамеры Рудольф Фердинандович Иц тоже слышал странные шаги в здании. Он решил остаться на ночь вместе с охранниками, чтобы разобраться в ситуации. Вскоре они услышали шум шагов на верхних этажах, но когда поднялись, никого не оказалось. Не было никаких следов взлома или кражи. Возможно, шум был вызван старыми перекрытиями здания, построенного в 18 веке. Однако оно неоднократно реконструировалось, да и шум был такой, что обычному человеку в одиночку устроить его никак не по силам. Позже, в середине нулевых, выяснили, что хрящи скелета Николая Буржуа повреждала моль, и поэтому их заменили пластиковыми муляжами. После смерти Петра I в России начались смутные времена. На троне сменяли друг друга множество императоров, и лишь немногие из них могли хоть немного приблизиться к уровню создателя Петербурга. Эта ситуация продолжалась до 1762 года, когда в результате дворцового переворота пришла к власти Екатерина II. Она запомнилась не только своими государственными достижениями, но и спокойным характером. Екатерина, будучи немкой по происхождению, легко прощала ошибки своих подчиненных и редко выходила из себя. Имя этой императрицы связано с загадочной судьбой женщины, известной в литературе как княжна Тараканова, одной из самых известных аферисток в истории России. Все началось в 60-е годы XVIII века, когда до Екатерины дошли слухи о некой даме в Европе, известной как фройлен Франк. Она утверждала, что является дочерью покойной императрицы Елизаветы и заявляла о своих правах на российский престол. На самом деле Франк была обычной мошенницей, но ее внешность была поразительной. Граф Валишевский описывал ее так: она молода, красива и удивительно грациозна. У нее пепельные волосы, как у Елизаветы, а цвет глаз постоянно меняется, то синий, то и сине-черный, что придает ее лицу загадочность. У нее благородные манеры, что говорит о хорошем воспитании. Она выдает себя за черкешенку, так ее называют многие. В начале 1774 года самозванка, теперь уже называвшаяся принцессой де Владимир, княжной Владимирской и наследницей престола, отправилась в Польшу и заявила, что является великой княжной Елизаветой, названной сестрой Емельяна Пугачева и дочерью императрицы Елизаветы. Эта легенда убедила доверчивую европейскую публику, и ей начали приносить деньги для восстановления на троне, поскольку она утверждала, что достигла соглашения с Ватиканом и османами. Самозванка решила отправиться в Венецию и Константинополь для переговоров с османами, но ее корабль попал в бурю и выбросила у Рагузы. В течение 774 года она рассылала письма султану и влиятельным лицам, утверждая свое царское происхождение и намерение занять престол с помощью Пугачева, прилагая поддельное завещание Елизаветы о своих правах на трон. Екатерина II, обеспокоенная самозванкой, приказала графу Орлову доставить ее в Санкт-Петербург. Орлов успешно убедил девушку в своей серьезности и влюбил в себя, оплатив ее долги. Влюбленная Елизавета согласилась поехать с ним в Россию. В мае 1775 года самозванку доставили в Петропавловскую крепость, где канцлер Голицын допросил ее. Девушка утверждала, что не знает своей национальности и настоящего имени. Ее якобы перевезли в Россию по приказу Петра III, где раскрыли ее происхождение и попытались отравить. Она сбежала в Багдад, где встретила турецкого князя. Тот обещал княжне Таракановой помочь восстановить ее права. Но вскоре из-за беспорядков в Персии девушка вернулась в Европу. На Голицына этот рассказ не произвел впечатления. Самозванка настаивала на своей версии, утверждая, что не собиралась захватывать престол и желала России добра. Она написала 2 письма Голицыну и одно Екатерине, подписавшись как Елизавета, что привело императрицу в ярость. «Князь», — писала она Голицыну, — «пожалуйста, передайте этой известной особе, что если она хочет облегчить свою участь, ей следует прекратить притворяться и избавиться от высокомерия, так как, судя по ее письмам к вам, дерзко подписанным именем Елизаветы, она до сих пор не пришла в себя. Передайте ей, что никто не сомневается в том, что она юная авантюристка, и вы настоятельно советуете ей смягчить тон
и искренне признаться, кто подсказал ей взять на себя эту роль, где она родилась и с какого времени начала заниматься мошенничеством. Встретитесь с ней и еще раз передайте, чтобы она прекратила свои притворства. Какая же она негодяйка. Судя по тому, что она написала мне, ее дерзость не знает границ, я начинаю сомневаться, все ли у нее в порядке с рассудком. Княжну Тараканову поместили в каземат, где она скончалась от туберкулеза. Вскоре среди охранников крепости начали ходить слухи о женских криках из подвала. Как будто княжна взвывала о помощи. Впрочем, иногда княжну можно было не только услышать, но и увидеть. Причем не на территории Петропавловской крепости, а в районе Галерной улицы. Там, где когда-то находился дом ее последнего возлюбленного Орлова. Тот дом был подарен Екатериной II, но по какой-то причине графу не понравился. Вскоре он его продал, а новые владельцы здания сначала перестроили, а затем и вовсе снесли. С тех пор, с начала 19 века, в окрестностях того места, где когда-то стоял дом, можно было увидеть женщину в дорожном сером платье, шляпке с вуалью и обязательно рваных перчатках с окровавленным платком в руках. Эта женщина плакала и по-французски спрашивала у прохожих, где находится дом графа. А после 1917 года она исчезла. Призраки обманутых женщин довольно частое явление. Впрочем, иногда такие призраки приходят в мир живых людей не только для того, чтобы разыскать своего бывшего возлюбленного, но и предупредить о чем-то. Граф Алексей Разумовский, фаворит императрицы Елизаветы, редко бывал дома в Аничковом дворце. Однажды его слуги сообщили о призраке дамы в его покоях. По словам дворовых, в ночное время там бродил призрак дамы, прозрачной, бесшумной, одетой в белый балахон. Разумовский был встревожен, но решил ничего не предпринимать. Вскоре она сама исчезла почти на 50 лет. В следующий раз дама была замечена в 1812 году, когда в Аничковом дворце произошел пожар, поглазеть на который собралось множество зевак. Многие из них видели, как в огне метался прозрачный силуэт в балахоне. Сначала подумали, что во дворце остался кто-то живой, но вскоре стало очевидно, что этот силуэт значительно превышает рост обычного человека, и огонь ему не причиняет вреда. В 1837 году, после пожара в Зимнем дворце, семья Николая I переехала в Аничков дворец. Граф Петр Андреевич Клейн-Михель в своем дневнике описывал встречу Николая с белой дамой. Император, не боясь показаться суеверным, рассказывал о том, как увидел белую женскую фигуру в балахоне, отделившуюся от стены. Испугавшись, он замер, когда дама коснулась его губ пальцем, приказывая молчать. Она начала что-то шептать ему на ухо, но Николай не смог разобрать ни слова из-за страха и удушья. Спустя 3 года, в 1840-м, о призраке в Аничковом активно говорили в городе, приписывая его происхождение Николаю и считая, что это душа смолянки, которую он совратил, будучи великим князем, и которая, не выдержав позора, утопилась в фонтанке. Василий Андреевич Жуковский, который некоторое время жил в Аничковом, проявлял большой интерес к этому привидению. Он собирал много материалов на эту тему и даже планировал создать балладу о белой даме. Но так и не приступил к ней, потому что император Николай, по слухам, наложил на эту тему строгий запрет. Белую даму также видел будущий император Александр II, который долго беседовал с призраком. Она предсказала ему, что он переживет 3 покушения, что в итоге и сбылось, за исключением взрыва поезда и в Зимнем дворце, которые произошли далеко от него. Неизвестно, встречался ли с белой дамой Александр III. Однако незадолго до коронации она якобы явилась Николаю II и сообщила, что он станет последним императором России. Наследник был испуган и не успел задать вопросы, о чем потом сожалел. Не стоит думать, что все призраки Санкт-Петербурга имели отношение только к императорам или лицам, приближенным ко двору. В истории этого города были призраки и попроще. Например, самый первый призрак северной столицы был никак не связан с деятелями культуры либо царями. Однажды ночью на одном из бастионов Петропавловской крепости, Кронверке, раздался истошный крик. К месту, откуда он раздавался, побежал офицер, который увидел насмерть перепуганного часового. Он рассказал, что ровно в полночь из пролива появился серый человек, который, широко раскинув руки, подошел к нему, бормоча что-то о ужасах ада. Найти ожившего утопленника не удалось, но на берегу были обнаружены странные следы, напоминающие отпечатки босых ног. Призрак землекопа появлялся регулярно до начала 20 века, но после того, как рыбак запустил в него освещенной просверой, его явления стали редкими и происходят лишь накануне важных событий.
например, перед немецкой блокадой города. Историки связывают этот призрак с работами по возведению Кронверка Петропавловской крепости в 1708 году. Во время работ один из землекопов упал в Кронверский пролив и утонул. Его тело так и не нашли. Но далеко не все призраки были связаны с миром мертвых, незаслуженно обиженных или оскорбленных. Была в истории Петербурга мистика и повеселее. Обитатели Исаакиевской площади плохо спали по ночам. Стоило им погрузиться в сон, как с улицы начинало доноситься пение. Выглядывая в окно, жильцы наблюдали странную сцену. Под окнами их дома следовала процессия со свечами в руках, а в центре этого шествия, на носилках, несли тело человека. Некоторые жильцы выбегали на улицу, чтобы переговорить с кем-нибудь из участников этого странного обряда, попросить их хотя бы не петь по ночам, но к тому времени, когда кто-то из жильцов успевал спуститься на улицу, там уже никого не было. А затем и вовсе стало ясно, что эта процессия призрачная. В первой четверти 19 века в петербургском высшем обществе пользовался популярностью морской офицер Иван Петрович Бунин. В кругу своих друзей Бунин организовал тайное общество кавалеров пробки, члены которого носили в петлице сюртука пробку. Собрания этого общества проходили в доме камергера двора Льва Нарышкина. Каждое заседание тайного общества заканчивалось похоронами. Наиболее упившегося гостя несли кортежем хоронить. Бунин при этом режиссировал похороны и раздавал участникам костюмы. Процессия была серьезной, несли свечи, пели и соблюдали всю мрачную атрибутику. Летом покойника хоронили в сене, а зимой в снегу. Прекратились эти кутежи только после отъезда Бунина из Санкт-Петербурга. Но еще долго, вплоть до 1917 года, время от времени жильцы дома напротив видели и слышали эту процессию, которая своим пьяным пением мешала им спать. Шествия призраков прекратились только после революции. Надо сказать, что после революции призраков в городе стало существенно меньше. Один из них связан с местом, которое было по сути сердцем революции – Смольным дворцом. Когда-то еще до Октябрьской революции в Смольном дворце располагался Институт благородных девиц. Но после революции институт распустили, а в здании расположилась новая власть. В 1934 году там был застрелен Сергей Миронович Киров, преданный большевик. Через несколько месяцев после убийства в Смольном начали появляться слухи о его призраке. Первым его заметил начальник одного отдела дворца в 1935 году. Он утверждал, что от Кирова исходил холод, а его затылок полностью черный. Имя убийцы Кирова, Леонида Николаева, не было секретом. Однако причины его поступка стали известны только в 2009 году, когда рассекретили его дневники. Ранее считалось, что Николаев ходил в подпольную Зиновьевскую организацию, а Хрущев утверждал, что убийство было по приказу Сталина. В городе говорили о романе Кирова с женой Николаева, Мильдой Драули. Однако из дневников стало ясно, что убийство было местью за исключение из рядов большевиков и отказ в путевке в санаторий, необходимый Николаеву из-за проблем с сердцем. После увольнения ему нашли место на заводе, но новая работа и статус пролетария ему не понравились. В дневнике он писал: «Хоть самого себя ешь, нет ни денег, ни продуктов. Для себя у них, у партийных лидеров, гаражи с автомобилями, а для нас сырой хлеб». Некоторое время спустя Николаев был восстановлен в партии, но не смог вернуться на престижную работу. Чувство обиды росло, и он разработал план убийства. 1 декабря 1934 года, попросив пропуск в Таврический дворец, Николаев встретил Кирова и выстрелил ему в затылок из револьвера. Охранник Кирова Борисов не успел предотвратить убийство и погиб в аварии на следующий день. В результате дела Николаева были осуждены 13 человек, включая его жену, а дети оказались в приютах. После убийства из Смольного уволили 79 человек, многие из которых оказались в лагерях. После Великой Отечественной войны призрак Кирова исчез. Снова о нем вспомнили только в 1991 году, когда коммунисты, потерпевшие поражение в путче, покидали Смольный. Свидетели утверждают, что Сергей Миронович, или точнее его призрак, был крайне недоволен этим событием. В те же годы Петербургский собор Владимирской иконы Божьей Матери был отобран у священнослужителей. Сначала в нем находились разные ведомства и организации, а потом помещение передали Академии наук, которая устроила в нем книгохранилище. Среди сотрудников книгохранилища ходили разговоры о том, что во время гражданской войны в этом соборе был расстрелян священник. Очевидцы рассказывали, что белая ряса священника была залита кровью, а лицо было какого-то синеватого оттенка.
Этот призрак был безвредным, он никого не пугал, а просто появившись шел в сторону алтаря, а затем бесследно исчезал. В начале 2000-х в окрестностях Гражданского проспекта, неподалеку от проспекта Науки, можно было встретить 3 детей, 2 девочек, которым было не больше 10, и 1 мальчика. Их можно было увидеть осенью или зимой, как правило, по вечерам. Когда они видели, что на светофоре останавливалась машина, они подбегали к ней и начинали просить хлеб. Причем подбегали с такими просьбами они только к одиноким водителям. Одна девушка приняла этих детей за беспризорников и отдала им пакет с только что купленными продуктами. Выхватив из сумки еще теплую булку, дети, к шоку девушки, просто взяли и растворились в воздухе. Краеведы объясняют появление беспризорников в этом месте очень просто. В 40-е годы там находилось село Русская Гражданка, в котором во время блокады города погибло немало жителей. Старожилы города помнят, что вскоре после открытия метрополитена в нем появился призрак, сталкивающий пассажиров на рельсы. Считалось, что это призрак рабочего, который погиб во время строительства перегона между станциями Электросила и Парк Победы. Этот рабочий сталкивал людей с эскалаторов и перронов, а те, кому повезло выжить, потом рассказывали, что перед падением перед ними появлялся мужчина в окровавленной одежде. Такие случаи продолжались на протяжении нескольких лет и по непонятным причинам прекратились лишь в начале 60-х годов. А что насчет Москвы? В ней тоже творилось немало чертовщины. Пожалуй, нет человека, который никогда бы не слышал выражения «нехорошая квартира». Одну из таких описал в «Мастере и Маргарите» Михаил Булгаков. Это выражение появилось еще за несколько десятков лет до публикации романа, и увидеть его можно было на страницах московских газет начала 20 века. Историки называют даже точную дату – 1903 год. Для Российской империи это было весьма неплохое время. До русско-японской войны целый год, до Первой Отечественной революции почти 2. Казалось бы, живи да радуйся. Также, наверное, думали и жители дома номер 36 на Большой Ордынке. Дом этот был не простым, а доходным. В переводе на современный язык доходный дом – это что-то наподобие дома с апартаментами. Публика жила там вполне обеспеченная и платежеспособная. В 1893 году в одну из самых больших и дорогих квартир этого дома заехал человек по фамилии Арзамасов. Он трудился на позабытой ныне должности присяжного поверенного. Иначе говоря, работал в суде. Должность непростая, поэтому дома этот человек бывал крайне редко. Жильцам первое время до него никакого дела не было. Жил Арзамасов тихо, не шумел, ни с кем не ссорился. Домовладельцу для счастья нужно было и того меньше, платят за квартиру вовремя, и на том спасибо. Постепенно жители дома понемногу заинтересовались жильцом. Не то, чтобы Арзамасов давал какой-то повод, скорее это было просто любопытством. Жил присяжный поверенный один, соседей в гости к себе не звал, да и сам к ним с дружескими визитами особо не рвался. Когда кто-то из соседей пытался заговорить с ним о родственниках или родителях, Арзамасов пытался сменить тему. Выяснилось, что жилец дома не ходит в местный церковный приход. Да, с высоты сегодняшних дней это может показаться странным, ведь вера – личное дело каждого. Но в те времена к этому вопросу относились иначе. Путем аккуратных расспросов удалось выяснить, что Арзамасов придерживается православной веры, а в один приход с соседями не ходит лишь потому, что у него есть свой старый духовник, с которым он давно знаком. Хорошо, закрыли вопрос, но тут кухарки выяснили, что Арзамасов покупает очень много еды, гораздо больше, чем нужно одному человеку. Тем более такого худощавого сложения, как он сам. Складывалось впечатление, будто этот удивительный сосед каждый вечер устраивает дома званые вечера. Но все прекрасно знали, что к нему никто и никогда не приходит. Соседи сплетничали, строили разные версии, но в конце концов им это надоело, и они оставили человека в покое. Прошло несколько лет, и если раньше Арзамасов хоть и казался странным соседом, в целом больших неудобств не доставлял. Но теперь на него начали жаловаться. Во-первых, оказалось, что иногда к нему в квартиру кто-то все-таки приходит. То именно выяснить не удалось, но из-за стен прорывались то вскрики, то вопли, то топанье ног. При этом выходящих из квартиры не видели. Во-вторых, соседи Арзамасова по лестничной клетке стали жаловаться на холод. Некоторые даже утверждали, что своими глазами видели, как корочка льда покрывалась вода в стакане. Холод шел именно из квартиры Арзамасова. В конце концов, жильцы дома отправились к хозяину. Домовладелец развел руками, мол, ничего поделать не могу, платит человек исправно. А насчет холода, то, конечно, разберемся. Но Арзамасов наотрез отказался впускать в свое жилье домовладельца. Я плачу вам деньги вовремя, так что уходите.
С соседями разговор был еще короче. Когда кто-то из них пытался пожаловаться на плохое самочувствие, то присяжный поверенный просто отнекивался. «Холодно? Плохо спите? А я тут при чем? Сходите к доктору». Дошло до того, что некоторые жильцы даже съехали из этого дома, настолько неприветливо им там жилось. Дом был престижным, поэтому на место старых жильцов в скором времени заехали новые. Им не было никакого дела до Арзамасова, так что когда этот странный человек несколько дней не выходил из квартиры, никто даже не обратил на это внимания. Зато об Арзамасове вспомнили на службе. Его начали искать, и первым делом, разумеется, пришли к нему домой. Дверь никто не открывал, поэтому решили ее взломать. Внутри было найдено тело. Неужели криминал? Но все ценные вещи остались в квартире на своих местах. Зато во время обыска была найдена любопытная записка. «Сегодня ночью они опять придут за мной. Больше я не выдержу, не смогу выдержать. Я не знаю, кто эти карлики, но каждый день они появляются из стены, как к себе домой. Я беру им еду, терплю их гам и визги, даже кормлю их черного кота, лишь бы они не тронули меня. Но каждый день они подходят все ближе. Вчера один коснулся меня рукой. Рукой ли? Я осознаю свой грех, но надеюсь все же на прощение». Соседи и полиция, люди, мягко говоря, не склонные к мистике, решили, что виной всему алкоголизм поверенного. Мол, жил один, вот поэтому потихоньку человек и сошел с ума. Жалко, конечно, но что поделать. Когда в квартиру въехали новые жильцы, старую мебель, ту, которую покупал Арзамасов, было решено выбросить. Вот только рабочие обратили внимание, в некоторых комнатах мебель была настолько большой, что было непонятно, как ее вообще умудрились занести в прошлый раз. Складывалось впечатление, будто помещение, для которого там мебель предназначалась, было в несколько раз больше. Но как такое вообще возможно? Новым жильцам дела до этого не было, но и они долго новоселью не радовались. Через несколько месяцев они съехали. Причем съехали как-то грубо, в попыхах и даже не предупредив домовладельца. Вот такая мистика в обычном доходном доме. На первый взгляд ничего удивительного, к сожалению, одинокие мужчины часто умирают. Но далеко не каждый день об их квартирах пишут романы. По слухам, именно этой историей вдохновился Михаил Булгаков, когда описывал знаменитую квартиру номер 50 в доме 302 БИС по Большой Садовой. Это была та самая квартира, в которой Воланд устраивал свой весенний бал. И чтобы вместить всех желающих, ему приходилось раздвигать ее стены. Вот так мебель одинокого мужчины подарила нашей литературе один из самых запоминающихся сюжетов. Действительность подбрасывала сюжеты не только писателям, но и художникам. Вот, например, великий художник Василий Иванович Суриков, казалось бы, какое отношение имел к Москве. Сибиряк, потомок казаков, до Первопрестольной ехать далеко, но сердцу не прикажешь. Когда в 1877 году Суриков переехал в Москву, он назвал это событие одним из самых ярких в своей жизни. Вообще-то Суриков должен был поехать не в Москву, а куда-нибудь за границу. Дело в том, что в это время он учился в Академии художеств, которая своих лучших учеников обычно отправляла в Италию либо Францию. Но Сурикова отправили в Москву, для того, чтобы он поучаствовал в росписи строящегося тогда храма Христа Спасителя. Для молодого художника это была высокая честь. Работа, конечно, была непростой и ответственной, но какое это имело значение, если после нее он мог гулять по любимому городу. Особенно художнику нравилось гулять в районе Красной площади. Как впоследствии он сам говорил: «Куда ни пойду, а все к кремлевским стенам выйду». В один из вечеров Суриков, как обычно, отправился гулять по любимым местам. И вот однажды иду я по Красной площади, кругом ни души. Остановился недалеко от лобного места, засмотрелся на очертания Василия Блаженного. И вдруг в воображении вспыхнула сцена стрелецкой казни. Да так ясно, что сердце забилось. Почувствовал, что если напишу то, что мне представилось, то выйдет потрясающая картина. Художник понял, что обязан написать эту картину, и, не откладывая, приступил к работе. Но одно дело захотеть, и совсем другое сделать. Работа давалась непросто. Когда Суриков приступил к написанию самых сложных персонажей, приговоренных к казни стрельцов, ему начали сниться кошмары. Как только начал писать стрельцов, ужасающие сны видел. Каждую ночь во сне казни. Кругом кровь и кровью пахнет. Боялся я ночей. Павел Третьяков оценил страдания живописца 8000 рублей серебром. Именно такую сумму он заплатил за картину, которую затем разместил в своей галерее. Картина произвела на современников, мягко говоря, сногсшибательное впечатление. Взрослые мужчины со здоровой психикой открыто признавались в том, что после знакомства с работой Сурикова чувствовали себя откровенно неважно. Художник Бенуа рассказывал о том, что по ночам в его дом начал приходить стрелец картины со свечой и как-то едва не устроил поджог. Васнецов признавался, что своими ушами слышал плач жен, которые прощались на лобном месте со своими мужьями. Ладно, художники – люди с тонкой душевной организацией, им не такое может почудиться,
Но что насчет признания великого князя Сергея Александровича? Он говорил, что, посетив Третьяковскую галерею, лично услышал крики и стоны, которые исходили от картины Сурикова. Чертовщины добавлял еще и тот факт, что публика впервые увидела эту картину 1 марта 1881 года, в день, когда в Санкт-Петербурге был убит Александр II. Как вы могли заметить, в летописи отечественной мистики вообще нередко упоминаются отечественные императоры. Граф Алексей Уваров был человеком, которого любили все. Будучи другом Николая I и Александра II, он оставался равнодушным к титулам и богатству. Не стремился к карьерным высотам и даже не дослужился до чина генерал-адъютанта. Уваров предпочитал археологию. Несмотря на отсутствие специального образования, он с увлечением собирал монеты, черепки, старинные иконы и рукописи, находя радость в том, чтобы другие считали ненужным. В 1846 году граф Алексей Уваров помог создать российское археолого-нумизматическое общество, вопреки скептическому отношению окружающих к археологии. Семья надеялась, что женитьба отвлечет его от увлечения, но его жена Прасковья Сергеевна сама стала разделять его интерес. Зимой 1863 года, гуляя по Москве, супруги увидели странные образы. Уварову привиделся дом с башнями, львами и единорогами, а его жене тем временем лужи крови у Кремлевской стены. Посчитав это предзнаменованием, Уваров добился разрешения построить исторический музей. На фасаде появились львы и единороги, как в его видении. Однако радоваться созданию музея графу долго не пришлось. Через 1,5 года он скончался. Музей перешел к его вдове, и та стояла за него горой. Вот только ей довелось увидеть своими глазами те самые лужи крови еще раз, в 1918 году. В конце концов, не выдержав революционного произвола, она уехала из Москвы на юг страны, а потом вообще за границу. Впрочем, на судьбе их с мужем детища это никак не отразилось. Строительство исторического музея, конечно, запомнилось москвичам, но каким-то знаковым событием его не назвать. Куда больше легенд связано с другой достопримечательностью – Останкинской телебашней. Считается, что на месте башни когда-то было языческое капище. Позже здесь якобы жила знахарка Агафья, погибшая при странных обстоятельствах и похороненная за пределами погоста. В XVI веке эти земли принадлежали боярину Алексею Сатину, который решил распахать их, несмотря на предупреждение явившейся старухи. Через 3 дня Сатина схватили опричники и казнили. Прошло еще 200 лет, теперь уже в XVIII веке, эти земли принадлежали графу Петру Шереметьеву. Ему не было никакого дела до мистики. Больше всего на свете он любил деньги и роскошь. И первого, и второго было у него в избытке, поэтому на содержание своего хозяйства он ничего не жалел. Останкинский дворец стал местом самых ярких балов, посетить которые не считали стыдным даже императоры. И вот в 1800 году в Москву приехал сам Павел I. Разумеется, он захотел посетить дворец одного из своих ближайших приближенных, а тот, в свою очередь, вознамерился устроить в честь такого гостя самый грандиозный бал. Само торжество, если верить легенде, прошло странным. На бал все время пыталась прорваться какая-то старуха в лохмотьях. Слуги долгое время старались ее не пускать, но в какой-то момент о ней узнал Павел, который любил иногда побеседовать с людьми не от мира сего. Легенда гласит, что царь якобы разговаривал со старухой чуть ли не несколько часов, а после беседы был невероятно бледным и напуганным. Спустя полгода его не стало. Говорят, что после встречи с Павлом старуха затаилась почти на 200 лет. Кто-то видел ее в окрестностях Останкина в 1812 году, незадолго до нашествия французов. Но что пожилая женщина могла поделать против целой армии? В следующий раз ее видели уже почти в наши дни. Изменилось к тому времени многое. В Останкино появилась телебашня, во время строительства которой, как утверждали очевидцы, на дне огромного котлована были найдены человеческие кости. Но вернемся к старухе Агафье. В начале октября 1993 года, незадолго до знаменитого путча, ее увидели охранники, когда она пыталась пройти в телецентр. Без пропуска в телецентр старушку, разумеется, никто не пропустил, на что она заметила, что в этих местах пахнет кровью. Через несколько дней состоялась попытка штурма телебашни, во время которой были и жертвы. А в самый последний раз Агафья посещала свои места в 2000 году, накануне пожара на Останкинской телебашне. История повторилась. Она пыталась попасть внутрь, а когда ей отказали, сказала, что на этот раз пахнет гарью. Через несколько часов к телебашне мчались пожарные машины. Как говорится, проблема цитат в интернете заключается в том, что люди безоговорочно верят в их подлинность. Эти случаи не описаны ни в одних мемуарах или какой-нибудь другой заслуживающей уважения литературе. Это легенды, и относиться к ним нужно соответствующе.
Призрак Франца Лефорта, сподвижника Петра I, пугает окружающих. При жизни Лефорт был известен своим разгульным образом жизни, но это не мешало Петру дарить ему щедрые подарки, в том числе дворец в 1698 году. После многодневного новоселья Лефорт скончался 2 марта 1699 года, попросив перед смертью лишь музыкантов и певцов. Официально причиной смерти называли последствия ранения, полученного на войне с турками. Петр организовал роскошные похороны залпами из орудий. Однако, спустя несколько месяцев в дворце начали замечать призрак Лефорта. Сам дворец к тому времени уже успел сменить владельца. Он перешел в подарок другому фавориту и другу Петра, к Александру Меньшикову. Тот тоже любил погулять, вот только певцов старался не звать. Ходило поверье, что призрак Лефорта появляется там, где поют. Петр I был окружен необычными людьми. Один из них, Яков Брюс, считался чернокнижником и увлекался магией, особенно вопросами долголетия. Его усадьба в Монино притягивала любопытных, а сам Брюс стал одним из первых масонов России. О нем ходили слухи, якобы он создал механическую куклу, замораживал пруды летом и даже летал на металлической птице. Самая загадочная история связана с черной книгой, которую Брюс якобы нашел в легендарной библиотеке Ивана Грозного или получил через ритуал с сатаной. Эта книга, приписываемая царю Соломону или алхимику Николя Фламелю, якобы обладала невероятной силой. После смерти Брюса, согласно преданию, книга была спрятана в Сухаревой башне, а местоположение тайника до сих пор остается неизвестным. Говорят, что призрак Брюса можно встретить либо в его усадьбе в Монино, либо в окрестностях того места, где когда-то стояла Сухарева башня. Яков ищет свою черную книгу и не может ее найти. После войны 1812 года возле Сухаревой башни появился стихийный рынок, на котором водилось запредельное количество разных аферистов и воров. Сам рынок появился тоже не от хорошей жизни. Москва после нашествия французов была разграблена, и разобраться в той неразберихе, кому принадлежит украденное у человека имущество, было непросто. Такая ситуация была чревата бунтом, и чтобы его избежать, московский генерал-губернатор Растопчин приказал вести там торговлю, чтобы люди могли спокойно продать свои вещи. Когда же у местных воришек появилось неписанное правило или даже обычай – воровать можно в любой день, кроме дня, когда родился Яков Брюс. И если же кто-то этот обычай нарушал, то его ждало наказание, которое в свое время практиковал сам товарищ Петра – лишение рук и языка. Санкт-Петербург и Москву разделяет на карте всего 700 с небольшим километров. Кто-то скажет, что несмотря на кажущуюся близость, между этими городами слишком мало общего. Но суть одна – это не просто географические точки на карте, а места, наполненные духом истории и культурного наследия. Будь то загадочный Санкт-Петербург с его призрачными образами, или величественная Москва с ее многовековыми тайнами, каждый из этих городов предлагает свой неповторимый опыт погружения в мир мистики и, не побоюсь этого слова, волшебства. Эти города напоминают нам о том, что за привычными обыденными пейзажами скрываются удивительные истории, которые ждут своего часа, чтобы быть рассказанными. И кто знает, может быть, прямо сейчас в Санкт-Петербурге или в Москве рождается сюжет, который спустя годы будет также будоражить воображение. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал и также не забывайте подписываться на Telegram канал.